Тепла желаю. Когда в лесу и мне вздумалось погреться у огня, присесть удобно. А огня, костра нет, тогда его надо разжечь. Но как быть, когда хворост покрыт толстым слоем снега, еще и моросит дождик? Тогда мы идем дальше и находим вот подобный этому валежник. Да, тот самый, который ждет нас с прошлого выпуска. Нам нужны внутренности этой лисины. Вот эти суки не подходят, они промокли. Вымеряем себе размер, который нам надо или который можем унести, и отпиливаем его. Наверное, даже сразу на чураки распилю. 2 чурочки возьму и будет довольно мне сегодня. Для поперечного распиливания такой лисины необходима пила. Если в вашей походной пилочке нет топлива, тогда есть такой способ: поставить на тормоз. Это закрепит. Нет. Вот. Закрепит цепь, и пилить можно поступательно вот таким образом. А если вот этой верхней части, тогда из-под низа, тогда только от себя пилить. В любом случае это долго. Поэтому советую на всякий походный случай иметь запасную механику. Тогда проще. Но это тоже долго. Поэтому лучше топливо брать. Вставляем наши чурочки на место, выбранное нам. Смотрим, какой. Вот, суковатый, его сложнее колоть, поэтому использую его как опору. А колоть буду то, что без суков. Вот здесь в местах спила, тут как губка, оно набирает влагу, поэтому лучше долго под дождем не держать, колоть поскорее. А чтобы слишком не мокло, берем коврик и вот так закладываем сюда все мелкое. Много снега. Пока хватит, теперь закрываем от осадков и переходим к устройству кострища. Для кострища лучше уплотнить снег, тогда он не будет отдавать
много воды. Точнее, воды он будет отдавать столько же, только она будет стекать, а не образовываться глубокая яма. Теперь можно положить что-то вот так. В качестве запала можно использовать какую-нибудь горючую целлофанку, например, у вас осталась упаковка от завтрака. И если она горит, тогда может служить распалом. Если такая целлофанка, как у меня, сильно пушистая, разворачивается и разбрасывает щепки, тогда можно ее уже поджечь. Она будет скукоживаться под огнем. А в это время буду добавлять щепку. Плохо горит. То, что успело промокнуть, можно обкладывать вот так по окружности, чтобы сохло, грелось. Добыли огонь, а значит добыли тепло. Так можно побыть и не бояться переохладиться. Плюс такого способа в том, что вокруг снег не горит, соответственно очаг не угрожает окружающей среде. Уходя, достаточно завернуть очаг снегом и быть спокойным. Ну а за что погреюсь? Тепла душам вашим и телесам.